Приветствую вас на канале Время Лампы. В этом видеоролике мы с вами обсудим два слова, мешающие изменить жизнь к лучшему. Эти коварные слова включают в нас страх, бессилие, уныние и заставляют отказаться от мечты. Надо от них избавиться. Что это за слова? Управление своим разумом – одно из слагаемых успеха. Об этом много написано. Но проще писать или читать, чем воплощать в жизнь. Осознать, насколько сильно слова влияют на нас, нужно каждому, кого не устраивает жизнь в серых тонах. Слова, которыми вы пользуетесь, определяют, кем вы станете, где вы закончите и что вы получите. Фразы, которые постоянно крутятся у вас в голове, приводят к определенным последствиям. Существует два слова, которые связаны с вашей психологией и с прогрессом куда плотнее, чем вы можете вообразить. Вы их знаете и, возможно, повторяете себе по нескольку раз в день. Если поместить эти два слова в одну фразу, они срабатывают как пусковой механизм для страха, тревоги и беззащитности. Они способны остановить вас, что бы вы ни делали и чем бы вы ни занимались, даже если вы всего в шаге от финиша. И вот как звучат эти слова. Что, если? Что, если я попытаюсь и провалюсь? Что, если я не смогу? Что, если все пойдет не по плану? Что, если это не то, чего я хочу? Что, если муж, жена, дети, родители не одобрят? Что, если любимый человек уйдет от меня? Что, если надо мной будут смеяться? Что, если я все потеряю? Что, если? Самый жуткий вопрос для каждого, кто пытался чего-то добиться. Кто начинал бизнес, кто завершал неудачные отношения, кто переезжал в другую страну, бросал работу и вообще принимал в жизни хоть одно из важных решений. Как избавиться от влияния этих слов? Чтобы на вас не действовали все эти «что если», нужно прогнать каждый свой страх через 3 фильтра. Эти 3 фильтра, они же 3 вопроса, которые заставят задуматься и продемонстрируют не только риски, но и способы свести потери к минимуму, чтобы они перестали вас останавливать. Эти вопросы звучат так. Что делать, если у меня не получится? Каковы реальные шансы провалиться? И какие действия нужно предпринять, чтобы снизить шансы на провал? Рассмотрим их на примере. Допустим, вы решаете бросить теплое кресло дизайнеров крупной корпорации, чтобы открыть свое агентство. Вопрос первый. Что делать, если у меня не получится? Давайте рассмотрим варианты ответа. Наверняка вам придется искать новую работу. Либо придется увольнять штат, если он уже был набран. Придется объяснять инвесторам, куда вы дели деньги. Придется объяснять партнеру, что идея не сработала. Вопрос второй. Каковы реальные шансы провалиться? На данный вопрос для наглядности можно ответить в процентном соотношении. Например, 30% из 100 возможен риск провала. Самое главное – быть объективным. Будем откровенны, шанс на провал есть всегда. Но если вы подготовитесь основательно, они снизятся к минимуму. Вопрос третий. Какие действия нужно предпринять, чтобы снизить шансы на провал? Для ответа на этот вопрос давайте решим, что нужно будет предпринимать с теми пунктами, которые были выяснены при первом вопросе. Итак, придется искать новую работу. Что ж, вероятно, нужно создать финансовую подушку безопасности, которая позволит вам продержаться полгода. Она также позволит вам не думать какое-то время о финансах и заниматься своим делом, доводя его до нужного результата, то есть до первых платежеспособных клиентов. Придется увольнять штат. Для начала можно не нанимать людей на постоянной основе, а нанимать по договору подряда и делать как можно больше самостоятельно. Придется объяснять инвесторам, куда я дел деньги. Как один из вариантов выхода с подобной ситуации, это перейти в режим экономии и использовать для старта собственный капитал. Придется объяснять партнеру, что идея не сработала. Обрисуйте риски заранее и поясните, что первые полгода не стоит ждать впечатляющих результатов. Идея проста. Рассмотрите все причины, которые могут привести к провалу, и придумайте план, чтобы минимизировать каждый из рисков. Когда вы разберете на кирпичики все ваши опасения, сможете сформировать основу для плана.
Плана, который поможет перейти от вашего текущего состояния к тому, к чему вы стремитесь. В следующий раз, когда почувствуете, как слова «что если» нагоняют на вас страх, заставляя останавливаться и не давая принять решение, от которого зависит качество жизни, сделайте паузу. Запишите все ваши опасения, реалистично оцените шансы на поражение и на успех тоже. И составьте обстоятельный план по уменьшению опасностей. Ну что, друзья, теперь у вас есть схема, которая поможет подобрать ключ к сундуку с самыми смелыми мечтами и перенесет вас в будущее. Конечно, может и не получится, но какой, по-вашему, вопрос, начинающийся с двух жутких слов, будет худшим на свете? Что, если бы у меня не получилось? Жить с сожалением о том, что не сделал, в 100 раз хуже, чем переживать за результат. И даже хуже, чем разгребать последствия провала. Что бы вы ни задумали, попытайтесь, иначе вы будете вспоминать свою скучную жизнь, которая могла бы быть восхитительной, стоило лишь добавить в нее каплю просчитанного риска. На этом, друзья, наш видеоролик подходит к концу. Я благодарю каждого из вас за просмотр. Ставьте большой палец вверх этому видео, если оно было для вас полезным. Обязательно подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!